В настоящее время в космосе существует огромная проблема, о которой почти никто не говорит. Космический мусор заполняет нашу атмосферу. И если мы не будем осторожны, он может буквально заточить нас здесь, на Земле. Вот наша Земля сегодня, окруженная 7560 активными спутниками. Уже сейчас в орбите находится значительное количество космического мусора, но ситуация вот-вот ухудшится. А вот наша Земля через 26 лет, в 2050 году. По прогнозам, к тому времени в орбите будет находиться более 500 тысяч активных спутников и сотни миллионов обломков космического мусора. Если мы не будем проявлять осторожность, это может привести к тому, что мы застрянем здесь, на Земле, поскольку управлять ракетами через обломки будет слишком рискованно. В 1957 году мы впервые начали достигать звезд Македитаес, запуская спутники и ракеты в космос. С тех пор мы доставили более 14 тысяч спутников на орбиту и осуществили 6300 успешных запусков ракет. Это, безусловно, замечательно, но за этим стоит цена. Более 630 взрывов, столкновений или других неожиданных событий привели к разрушению наших космических аппаратов в орбите. А это создает космический мусор. Миллионы мелких предметов, вращающихся вокруг нашей планеты со скоростью 28 тысяч километров в час. Это достаточно быстро, чтобы за 8 минут добраться от Нью-Йорка до Лос-Анджелеса. На сегодняшний день в орбите насчитывается 36 500 объектов размером более 10 сантиметров, 1 миллион объектов размером от 1 до 10 сантиметров и невероятных 130 миллионов предметов размером от 1 миллиметра до 1 сантиметра. Эти объекты могут быть чем угодно, от спутников и обломков ракет до крошечных частиц краски. И хоть эти крошечные осколки кажутся безвредными, при ускорении до 8 км в секунду они могут нанести серьезный урон. Спутники на низкой орбите Земли обеспечивают наши телевизионные и интернет-услуги, а также ГПС и мониторинг погоды. Они необходимы для повседневной жизни, но сейчас находятся под угрозой. И там наверху есть очень опасные объекты, готовые нанести ущерб. Свыше 1000 верхних ступеней ракет уже вращаются вокруг Земли. Это металлические куски размером с школьный автобус, движущиеся со скоростью 1000 км в час. Настоящая проблема. Это чрезвычайно опасно, и проблема эта очень серьезная. Особенно меня удивляет, что все это только начало. В 1983 году космический шаттл «Челленджер» вернулся на Землю с треснутым стеклом. Инженеры предположили, что причиной стало столкновение с микрометеоритом, крошечной частицей космической пыли, которая могла ударить корабль. Но при дальнейшем исследовании стало ясно, что «Челленджер» столкнулся с чем-то рукотворным. Образец краски диаметром всего 0,3 мм ударил по стеклу на скорости 4 км в секунду, вызвав глубокую трещину, которую вы можете видеть здесь. И такие случаи происходят довольно часто. Это трещина в окне МКС, вызванная подобным осколком краски. Представьте, если бы это был крупный кусок металла, или если вместо окна он поразил астронавта во время выхода в открытый космос. Объект примерно миллиметра в диаметре, очень маленький. Но увидев его, астронавт сказал: «Чувак, если бы это кто-то из нас получил», и не стал дополнять. Этим осколком краски можно случайно ударить человека, движущегося со скоростью 8 км в секунду. Если он попадет в скафандр, внутри будет окружение из 100% кислорода, и человек тут же загорится, начнет гореть. Это будет очень плохой день.
В 2009 году американский коммерческий спутник «Иридиум» столкнулся со старым российским коммуникационным спутником. Это было первое в истории случайное столкновение двух космических аппаратов на орбите. И самое удивительное, российский спутник вообще не был в использовании. Все событие можно было бы предотвратить, если бы спутник был выведен из эксплуатации МАТЭ и сожжен в атмосфере. Сейчас на орбите вокруг Земли вращаются все эти активные спутники – 7560. А вот все неработающие спутники мертвые. И они просто там висят, ожидая сгореть в атмосфере. Почти 50% всех спутников в орбите мертвы. По текущим правилам, любой мертвый спутник должен быть выведен из эксплуатации и сориентирован на вход в атмосферу в течение 25 лет. То есть компании и страны могут оставить свой космический мусор там на четверть века без проблем. И это обломки создают угрозу не только нашим спутникам и ракетам. Когда части этого космического мусора возвращаются в атмосферу, большая часть сгорает. Но крупные осколки могут дойти до Земли. Всего 2 месяца назад изобиловавший тайный объект рухнул через крышу дома во Флориде. Оказалось, что он пришел с МКС, и речь идет не только о мелких вещах. Один из обломков ракеты SpaceX выбросился на берег Багамских островов. В 2019 году Китай запустил ракету для доставки навигационных спутников на орбиту. Первый этап отделился так, как было запланировано, и упал обратно на Землю, трагически сгорев на крыше дома человека. Такое уже случалось в Китае много раз. А сейчас давайте немного поговорим о космическом мусоре. Надеюсь, не буквально. По мере того, как компании, такие как Starlink и OneWeb, продолжат запускать свои гигантские сотовые созвездия спутников в ближайшие годы, число спутников на нашей орбите взлетит с нескольких тысяч до сотен тысяч. Это приведет к будущему, в котором в нашей орбите будет миллионы очень опасных кусочков космического мусора и, возможно, миллиарды мелких осколков, способных уничтожить наши спутники. Низкая околоземная орбита уже становится перенаселенным пространством между существующими спутниками и растущим числом космического мусора. Поэтому будущее кажется довольно страшным. Если ситуация продолжит ухудшаться ежегодно, мы действительно можем оказаться запертыми тут, на Земле. С увеличением числа объектов вероятность столкновений также возрастает. Это приведет к эффекту Кеслера, модели, предложенной Дональдом Дж. Кеслером в 1978 году. Такие столкновения вызовут каскадную реакцию, когда каждое очередное столкновение создано еще большим количеством осколков, что, в свою очередь, увеличит число новых столкновений. Если так произойдет, мы действительно останемся здесь, на Земле. Ракеты, пытающиеся пролететь сквозь космический мусор, скорее всего, столкнутся с обломками, что почти гарантированно приведет к краху миссии. Но подождите, этот мрачный сценарий, при котором мы застрянем на Земле без спутников и способов покинуть планету, вовсе не гарантирован. Если мы ничего не сделаем и продолжим запускать все больше спутников, это, безусловно, станет вероятным сценарием. Но я лично считаю, что с уверенностью сказать, что так будет, рано. У нас есть как минимум еще несколько десятилетий, прежде чем проблема станет по-настоящему серьезной. К 2030 году число спутников в низкой околоземной орбите, по прогнозам, останется в 6 раз больше нынешнего, и это обязательно повлечет за собой последствия. Но меня интересует другой вопрос. Даже если мы каким-то образом решим проблему космического мусора, как все эти запуски и новые спутники повлияют на астроэкологию и наблюдение с Земли?
Смогут ли наши обсерватории больше ничего не видеть или просто будут уничтожены констелляциями спутников? Необходимо помнить, что такие телескопы, как Хаббл, возможно, самый влиятельный телескоп, когда-либо созданный, первоначально запустили для исследования глубин Вселенной. Эти телескопы вращаются в этой среде вокруг Земли, и там тоже есть риск столкновений. А что насчет наземных обсерваторий? По мере запуска все большего количества спутников появляется все больше линий отраженного света, мешающих наблюдениям. Например, сейчас строится телескоп Вера Рубин в Чили, который должен революционизировать астрономию с его 3200-мегапиксельной камерой, делающей снимки всего неба каждые 3-4 ночи. В современном небе будут появляться наклеенные полосы, вызванные движущимися спутниками, в основном Starlink. В будущем, когда в небе будет 100 тысяч спутников, каждое изображение будет иметь хотя бы одну линию спутника, мешающую видеть самые дальние объекты нашей Вселенной. И тогда возникает главный вопрос: как нам решить эту проблему? Сейчас исследуется несколько вариантов. Основная идея – замедлить движение мусора настолько, чтобы оно падало в атмосферу и сгорало. Для крупных элементов ракет и спутников, которые можно отслеживать с Земли, разрабатываются аппараты, например, сетевые захватывающие устройства или устройства, которые цепляются за обломки и тормозят их, чтобы изменить орбиту и сбросить в атмосферу. Но меньшие частицы – это уже совершенно другой вызов. Мы не можем просто так легко захватить и убрать 130 миллионов мелких осколков металла и краски, движущихся так быстро. Предлагались идеи огромных уборщиков, типа дорожных машин, собирающих мусор. Но НАСА заявила, что это слишком дорогостоящий вариант. Поэтому все еще неизвестно, как именно мы будем справляться с такими крошечными осколками. Мой любимый подход – использование лазеров для сдвига орбит этих предметов размером от 1 до 10 сантиметров. Лазеры могли бы либо толкать обломки вниз в атмосферу, чтобы они сгорели, либо вверх, туда, где риск столкновения ниже. Сейчас такие технологии разрабатывают несколько компаний по всему миру. Если хотите, я могу пойти к одной из них и показать, как работают космические лазеры. Напишите в комментариях.